Здравствуйте всем! Сегодня я покажу вам дворец Друцких-Любецких в Щучине. Это уникальное место. Я покажу, что оригинального осталось во дворце еще с XIX века, а что было перестроено и реставрировано. А также расскажу интересную историю, почему дворец так и не был достроен. Ведь князь Друцкий-Любецкий погиб при загадочных обстоятельствах, и после его смерти в 1913 году семья была не готова продолжить строительство и отделку интерьеров. Но обо всем по порядку. Дворец Друцких-Любецких был построен в конце XIX века по проекту виленского архитектора Тадеуша Ростворовского в стиле классицизма. Проект дворца в Щучине родственен дворцу Малый Трианон на территории Версаля, резиденция французских королей. Здания имеют много схожего в композиционном построении и декоративных украшениях. И этот дворец в Щучине спроектирован в 1892-1895 годах по заказу князя Владислава Друцкого-Любецкого. Из-за болезни князя строительство шло очень медленно. После его смерти в 1913 году семья была не готова продолжить строительство и отделку интерьеров. И до начала Первой мировой так и не были сделаны даже балконные ограждения. Во время войны дворец в Щучине почти не пострадал во время Первой мировой, но около 1921 года с военной службы во дворец возвращается последний владелец Щучина – князь Ян Владислав Друцкий-Любецкий. Однако в послевоенной разрухе 1921-25 годов дворец не был достроен и отделан. В отделке дворца со времен Друцких-Любецких сохранилась старинная итальянская плитка у входа и отделка холла из дуба. Это все оригинальное. Все остальное реставрировали и восстанавливали дворец по старинным фотографиям. Так восстановили лепнину на потолке и оригинальный вид дверей в усадьбе. Еще в 1900 году князь Друцкий-Любецкий купил имение Тересин в 50 верстах от Варшавы, куда особенно любил приезжать. И, навещая свое имение, он обычно отдыхал от дел. «У меня и так достаточно дел в Щучине», – говорил он, имея в виду свои огромные владения в Беларуси. Он не любил открытой общественной жизни и больше интересовался хозяйством, лесами и финансовыми делами. А дворец в Щучине строили с любовью, обставляли и продумывали каждую деталь. На потолке висели венецианские люстры. В маленьком салоне около холла в боковом крыле стояли 2 рояля фирмы Бехштейн и автоматическая пианола. Мебель была вся аристократическая, и находились несколько интересных картин. Портрет Франциска Ксаверия Друцкого-Любецкого, портрет его невестки Марии, мраморная скульптура Леда из итальянского мрамора. И почти всю правую часть паркового фасада занимала на первом этаже длинная столовая, где стены были украшены портретами польских королей, а в сервантах хранилось фамильное серебро и французский фарфор. Жилые комнаты, конечно, имели более современную мебель, но внутреннее убранство, мебель и большая часть имущества были вывезены в октябре 1939 года. Как известно, Друцкие-Любецкие владели в Гродно бывшей усадьбой короля Понятовского Станиславова и, помимо всего прочего, занимались производством кирпича и изготовлением изразцов. Они были сказочно богаты, владели многочисленными имениями на Гродненщине и Полесье. Такой факт, что в 1908 году частная телефонная линия соединяла дворцы Друцких-Любецких в Щучине и Станиславова от Гродно. О многом говорит. К сожалению, этот дворец так и не был обставлен. Из-за болезни князя строительство шло очень медленно, а после его смерти в 1913 году семья не готова была продолжить строительство и отделку интерьеров. И вот тут начинается детектив. Дело в том, что князь Владислав Друцкий-Любецкий был убит, и расследование и судебный процесс по этому громкому тогда делу продолжался на протяжении 15 лет. Говорят, семья князя обращалась даже к самому Артуру Конан Дойлю, автору записок о Шерлоке Холмсе, поскольку известный писатель иногда сам занимался расследованиями, но тот из Туманного Альбиона в Щучин не приехал, и тайна убийства Друцкого-Любецкого так и не было раскрыто, а судебные процессы длились вплоть до 1928 года. 1 мая 1913 года на страницах «Нью-Йорк Таймс» появилось сообщение под громким заголовком: «Аристократ обвиняется в убийстве. Барон Биспинг, богатый землевладелец, подозревается в смерти принца Любецкого». Преступление в высших сферах всегда вызывало кривотолки, а тут речь шла о представителях самых знатных родов, связанных кровными узами с Радзивиллами, Замойскими и даже с Бурбонами.
В воздухе запахло сенсацией, но то, что вызвало интерес в далекой Америке, привело местные высшие сферы в настоящий шок. А дело было так. Был апрель 1913 года, и Биспинг по приглашению князя приехал в гости в имение Тересин. Вот тот как раз вернулся из Петербурга. И на следующий день, обсудив все текущие дела, они вдвоем отправились на прогулку. На паре лошадей. Владислав Друцкий-Любецкий всегда старался довести гостя до станции лично. Тем более, что в этот раз Биспинг особенно торопился на поезд. Позже, на первом допросе, он показал, что по дороге в лесу их остановили двое мужчин, по внешнему виду напоминавшие крестьян. Они якобы обратились к князю с личной просьбой, на что Друцкий попросил Биспинга подождать немного, пока он переговорит. Однако барон Биспинг, видя, что может опоздать на поезд, попрощался с князем и пешком отправился к железнодорожной станции. Уже после того, как друзья должны были расстаться, работавшие в доме в имении крестьяне со стороны леса слышали два выстрела и сдавленный крик. А Биспинг, который должен был отойти не так далеко, с его же слов, ничего этого не слышал. В общем, подозревался барон Биспинг. Тревогу подняла обеспокоенная прислуга, нашедшая в лесу брошенных лошадей. В 2 часа ночи 9 апреля 1913 года судебный следователь получил от жандармского унтер-офицера сведения, что накануне 8 апреля вечером в парке Тересин было найдено тело владельца имения князя Владислава Друцкого-Любецкого. И в парке, а скорее всего в лесу, примыкавшего к имению, к юго-востоку от барского дома, князь был одет в охотничий костюм, рядом валялись трость и очки князя, открытые часы с оборванной цепочкой и ключ к ним. Часы остановились и показывали время 4:15. Предполагалось, что жертве было нанесено несколько ударов и ранения из револьвера малого калибра. Сам арест ординатора Биспинга вызвал настоящую сенсацию. Следствие длилось почти год, и главный мотив, который рассматривался – материальные интересы и чрезмерная вспыльчивость обвиняемого. Его защищали 3 адвоката, и на процессе внезапно всплыла позабытая история со стряхнином. Оказалось, что на Друцкого уже покушались ранее, приблизительно за год до убийства. Во время чаепития, сделав 1 глоток чая, князь обратил внимание на горький привкус напитка в своем стакане. Биспинг, который тогда был в гостях, несколько раз отхлебнул из его стакана и тоже почувствовал горечь. Позже химический анализ показал, что в стакане князя был стряхнин. Однако сам Друцкий не стал из этого раздувать скандал. Ситуация с чаем повторилась еще раз и снова в присутствии Биспинга. Выступая перед судом, сам Биспинг присягал на могиле родителей и своей первой супруги, поклялся в собственной невиновности, хотя пуля в теле убитого совпадали с калибром Маузера, найденного у Биспинга. Барона также обвиняли в подделке векселей князя на несколько сот тысяч рублей. Наконец, 13 июня 1914 года прозвучал приговор – лишение всех прав и привилегий, конфискация имущества и 4 года арестантских рот. И уже через неделю Биспинг вдруг был выпущен под залог. 100 тысяч рублей – неслыханная по тем временам сумма. Неизвестно, что было дальше и как закончилось дело, но тут началась мировая война. О Биспинге не то чтобы забыли, скорее властям было не до него. А потом пошло время революции, мир менялся на глазах, и прежний общественный уклад оказался разрушен. Зато на политической карте появились новые государства, и среди элит возрожденной Польши память о недавнем убийстве была еще слишком свежа, но теперь на случившееся смотрели совсем по-другому. Появились сплетни о неких романтических отношениях покойного князя с матерью и сестрой одного из своих слуг, и дошло даже до того, что, ссылаясь на сеанс медиума, утверждали, что дух покойного открыл тайну целого заговора. И все же апелляционный суд в Варшаве 1926 года признал Биспинга виновным в убийстве в состоянии аффекта и вновь приговорил к заключению. Уже через год Верховный суд отменяет предыдущее решение. И вот, через 15 лет после совершения убийства вновь назначаются медицинские экспертизы, и они опровергают доводы российской Фемиды против обвиняемого. И 5 мая 1928 года Биспинг был полностью оправдан. Остался без ответа только один вопрос: кто, собственно, убил владельца Щучинского дворца на самом деле?
Таким образом, дело об убийстве князя Друцкого Любецкого стало одним из самых длинных процессов на территории Королевства Польского. Что же касается главного подозреваемого, то примерно в 1940 году Биспинг попал в руки советской власти и бесследно исчез. После окончания Второй мировой войны во дворце размещались различные административные учреждения, воинская летная часть. Дворец находился в относительно удовлетворительном состоянии, и сохранение его фасадных деталей давало возможность в относительно короткие сроки его восстановить. И вплоть до конца 90-х здание принадлежало Министерству обороны Республики Беларусь. После расформирования военной части погас свет в опустевшем дворце, и в 1999-м его передали в хозяйственное ведение отдела образования Щучинского райисполкома, и начался длительный процесс восстановления и реставрации. В 21 веке велись реставрационные работы, и в сентябре 2015 года, в День белорусской письменности, обновленный дворец Друцких-Любецких был открыт для посетителей. С этого времени и по сегодняшний день в здании располагается Щучинский дворец творчества детей и молодежи. Если было интересно, ставьте лайк, подписывайтесь на мой канал, пишите комментарии, что вы обо всем этом думаете. А я, как всегда, всех обнимаю. Всем пока.